Приехала, грузим. Всем привет! Мотоцикл я получил. Транспортная компания Kit помогли загрузить. Бесплатно. Молодцы ребята. Все организовано. В 2 манипулятора быстренько все это сделали. По коробке видим повреждения здесь. Вся коробка, это дополнительно была обрешетка, она разваливается. Причем, когда погружали, я думал, что она прямо на погрузчике и все рассыпется. Гвозди торчат здесь. Вот тут вообще вырван кусок. Я не знаю, как это могло произойти. По повреждениям смотрим. Металл 1, металл 2, ссадина. На раме ссадина 3. Далее мы, наверное, уже более здесь ничего не увидим. Смотрим по низу. Они дополнительно на раму натянули шланг разрезанный и стянули это все стяжечками, чтобы не убежало. Молодцы. Здесь у нас разорвано, пробито. Ну, в принципе, дальше будем смотреть по месту, что и как здесь. Соответственно, у нас, смотрите, фара, щиток. Далее по комплектности идет. Это защита перьев. Корыцы положили, защита днища. А говорили, не будет? Она вот. Пластиковая. Пластиковая, да. Руль. Ну, нейм может быть. Не ренталь точно. Так, далее что у нас? Тут у нас перья укомплектованы, поворотничек. Так, наверное, и надо. Ну, ладно. Подвеску, значит, ну, СЗЦ. Верхвалочка, 300-очка. Вот, были также повреждения, кстати. Сейчас, вот, пожалуйста, показывай. Повреждения рамы пониже, вот оно видно. Да. Вот тут, кстати, помните, Да, кстати, да. неприятное повреждение. Как бы там, посмотрим поближе, потом, чтобы дырки не было. Ссадина хорошая. Вот здесь покажи, смотри. Здесь это уже, кстати, сборка, Это видимо, сборка. или Качество. покраска плохая. Кстати, пока, ну, швы, конечно, такие, скажем, немного корявенькие, такие грубые, но они, в принципе, хорошо проварены. Вмятина. Но да. Вмятина. О, вот это вообще Была неприятно. обрешеточка у нас дополнительная. Решетка была, но вмятина, кстати, очень неприятная вмятина. Прям такая. Ее вот видно. Это неприятно на самом деле. Значит, ну что у нас? Обода Enduro Series. Единственная резина пришла дубовая, просто дубовая, отвратительная какая-то резина. Она прям вот слышно. Просто пластик. Что перед, что зад. Вот перед пробуем промять. Вообще там никак. Вообще, вот она. То Прям... есть это все сразу под замену, не годится. Карбюратор у нас. На выброс 34 сразу Да. пойдет. Да. Это понятно. Что за цепь? Вот. Видно? КМС, КМС. Да, должны быть. Кстати говоря, смотри. Это не так. Закрепили. Надеюсь. Нет, поставили шайбочки. Все, в принципе, нормально, все видно. Что? Сиденье, кстати, приятное очень. Смотрим. Это у нас Пластиковая дефлекторы. защита, радиатор. Ось передняя. Лапка. Переключение. Кстати, прикольная. Да, сразу с выносом. Очень приятная лапка. Зерованная видно. Пера, переднее колесо. Суппорт, соответственно, передний. В сборе, да, нам сразу. В сборе двупоршневой. Рычаг у нас, соответственно, обычный. Так, что еще? Ключ, приборка. И на этом, похоже, все. Ништяки закончились. Дальнейшее еще начнем разбирать, собирать, покажем, расскажем, как и чего там мы делали. Сегодня мы его будем собирать. В прошлый раз забыли упомянуть о защитах как раз таки на руль. Защита рук. Она вот в таком виде. Вот. Приехала. Скорее всего, здесь должны быть защелки с обратной стороны на руль устанавливаться, но их пока что мы не обнаружили. Надеюсь, что это будет где-то дальше в коробочках лежать. Так, руль у нас no name, как видите. То есть был уже установлен, понятное дело, небольшие ссадины, потертости, но это ничего страшного.
Грипса похожа на Lock-On. Далее ручка газа у нас. Ручка газа в прошлый раз также не показали. Вот в таком она виде. СЗК маркировочка. Все есть, присутствует. Грипса мягкая, рука прилипает достаточно хорошо. Была сломана фишечка. Забыли про это сказать. Уже увидели вечером. Поздним вечером, вот, пожалуйста, видите, это надо будет все менять. При беглом осмотре более мы ничего не увидели по повреждениям. Дальше все покажем. Понятно, что аккумулятор нам не положили. Это китайцы сказали, что это запрещено законом. Но посмотрим. А вдруг повезло? Какие китайские загадки нас вообще еще ждут, которые придется разгадать. Сейчас самое интересное, мы проверим, есть ли у нас лед. Конечно, мы уже разогрели наш гараж. Ну, есть, конечно, вон вода потекла. Вот так вот. Это массовая проблема тех людей, у кого китайский мотоцикл пришел зимой. Ну, у нас уже все, конечно, оттаяло, но сам факт, что лед здесь был. Лед здесь у нас был под ржавчину. Если вот видно, что здесь скопилась ржавчина. Ну и, конечно же, сразу поменяем масло, вилки, потому что фиг знает, что там китайцы заливают. Кстати, крышки не затянуты, то есть прямо от руки просто пошло. Вообще интересно ли, есть ли оно там. Сейчас посмотрим. Что-то тут все вроде в масле. Возможно, оно там есть. К сожалению, мерной чаши у нас нету, поэтому будем заливать, как пишут в интернетах. Пишут вроде что 650, кто-то говорит, кстати, что 500. Но доверимся нашим товарищам из Rolling Moto и все-таки зальем 650. Сейчас посмотрим, что у нас там вообще. В принципе, чистая. Чистая, но что-то больно мало пока. Может быть, еще будет вытекать. Ну да. Ну, собственно. Да. Пускай вытекает. Водичка. Водичка. Махнули вилки масла, но не зря мы его махнули. Потому что вот оно слилось. Не знаю, будет ли видно. Но там стружка. Вот все, что блестит. Это вот все стружка. Так, открутили траверсу, чтобы посмотреть, есть ли тут смазка. В принципе, смазки, кстати, достаточно много. Вполне себе ее хватает. По сути, даже можно и не откручивать. Ну, кто переживает, может добавить. Ну, сейчас посмотрим по факту. Вот наверху уже смазочки, конечно, надо добавлять, потому что ее, можно сказать, положили очень мало. Когда внизу ее было достаточно, вверху считаю, что нужно промазать, потому что ее мало. Так что в любом случае проверяем. Мощно стоит.
кстати, даже походу в чем-то, да? Сухой. Прилегание вроде более-менее нормальное. Когда на холоде мы его проверяли, очень жесткая вот эта вот резинка. Сейчас она на тепле немножко размякла, но на холоде она прям становится как пластмасса. Ребят, были вопросы по аккумулятору. Вот, пожалуйста, вот этот встает очень хорошо. То есть четко под защелку. Пойдем. Зато плюс этих аккумуляторов, что они не боятся мороза. То есть они не разряжаются. Литий-ионные имеют свойство как бы разряжаться, а эти держат очень хорошо. Так, ну сняли прогрессию. Маски, в принципе, она там есть. Наверное, лучше все-таки добавить. Кстати, ухо крепления амортизатора, вот, там смазки было вполне себе достаточно, там много. А вот здесь вот в остальных подшипниках, конечно, уже суховато. Иголки все на месте. Иголки все на месте. Линки тоже будем добавлять смазки. Есть, но мало. Здесь все очень даже неплохо. Вполне себе так. Смазки нормально. Добавлять, конечно, особо смысла нету. Ну, так, чуть-чуть капнем туда. А так, ну, китайцы красавчики. Я давно такого не видел, чтобы китайские подшипники были так промазаны прям конкретно. Причем, глянь, штатная смазка подшипника, вон она белая, и поверх еще какая-то, ну, совершенно другая. Я так понимаю, они сами дополнительно еще мазали. Здорово. Сальник тоже весь в смазке. Ее тут очень даже достаточно. Короче, колеса обслужены. Прям так конкретно. Ставим обратно все. И советуем. Значит, что, сняли маятник. Здесь все вообще сухо. Просто сухо. Должна быть не наджата, да? Так. Первый тест пройден. Все прекрасно работает. Карбюратор мы не настраивали. Подсос. Поднялись, все сразу с полточка завелся. Все, что было в комплекте, установили. Такое, я захожу, значит, в гараж, смотрю. Что это такое, не пойму. Коробочки какие-то лежат. Это что, пацаны, мне что ли? А что так много? А зачем? Я, конечно, спасибо большое, ё-моё. Atom High Quality. Ага, назовись. Нижний краб, да. Вот, парни, ваши подарочки сейчас будем устанавливать. Давай. Вот это удав, конечно. Бетонный. Так, а резина какая у нас была установлена на штатном колесе Камакса. Вот такая, точнее, камера была у нас установлена. Топ вообще. Самая лучшая покупка. Солнечногорск Эндуро сделали очень прикольную трассу. Покататься, потренироваться здесь очень классно. Я думаю, что мы приедем еще. Наш ГАМАЗ, а.к.а. Леха, сделано в Китае. немножко получил небольшие повреждения. Просто мопеду в рот дали. Вот. И, собственно, Солнечногорск Эндуро приняли от нас трофей. Вот он, трофейчик. Шикарный трофей. Такое только Солнечногорск Эндуро. Больше нигде нет.